Так получилось, что иранская тема, как вот я узнал, здесь в РИА Новости уже звучит не первый раз. И я думаю, что в преддверии большой встречи шестерки по иранской ядерной программе будет еще немало поводов встретиться. Я думаю, что резонно вызвал интерес журналистского сообщества, да и в дипломатических кругах вот этот рабочий визит в Иран с 15 по 17 января, которым как бы Министерство юстиции открыло свой политический сезон. Российская дипломатия на этом векторе имеет определенные ограничения, они связаны с действием санкций, хорошо вам известных санкций Совета Безопасности. 22 сентября прошлого года президент России подписал соответствующий указ. Россия здесь действует корректно, Россия здесь действует как постоянный член Совета Безопасности, который несет особую ответственность за поддержание международного мира. Но в то же время для российской дипломатии и по политическому вектору, в сфере торгово-экономических отношений, гуманитарного, культурного сотрудничества, научно-технического остается очень широкое поле для и поддержания должных отношений с Республикой Иран, и, я бы сказал, для выхода на новые уровни и на новые сферы. Я должен, наверное, сказать, что, например, в сфере торгово-экономических отношений 2010 год дал примерно 8% роста торгово-экономического взаимодействия по сравнению с 2009 годом. То есть нашли возможности и с точки зрения экспорта и импорта улучшить торгово-экономическую структуру двухстороннего сотрудничества. С точки зрения политического диалога, по информации, которой я обладаю из МИДа и из других российских учреждений, это политический диалог не ограничен только темой иранского ядерного досье, но там и вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в сфере образования, тематика Афганистана, проблема нераспространения ядерного оружия, вопросы регионального кризиса урегулирования и многие-многие другие. Очень хорошо, что Министерство юстиции имеет свой спектр, свои направления деятельности. И проанализировав динамику развития наших отношений, и в частности, откровенно скажу, принимая во внимание тот факт, что 2011 год, он такой как бы юбилейный или мини-юбилейный, как угодно можно назвать. 12 марта исполняется 10 лет действия Российско-Иранского соглашения об основах взаимодействия и принципах международного сотрудничества. Документ очень важный с точки зрения международного права, который конструировал современную схему взаимодействия Тегерана и Москвы. И в этой связи во время своих контактов и Минюсте, особенно в Министерстве иностранных дел, я предложил здесь, на площадке РИА Новости, провести телемост между Москвой и Тегераном. Пригласить в эту студию экспертов, пригласить журналистов, пригласить российскую общественность, представителей дипломатических кругов, с тем, чтобы мы могли как бы подвести итоги развития наших отношений, сделать своего рода такой аналитический мониторинг и посмотреть, по каким направлениям, по каким проблемным областям мы можем идти дальше. И в этом году исполняется 15 лет действия Российско-Иранского соглашения о правовых отношениях и правовой помощи. Соглашение было подписано в 1996 году. И исходя из как бы договорной практики того времени, оно фиксировало общие положения, общие подходы, декларации. И когда мы посмотрели на те вопросы и те потребности, которые существуют сегодня, мы пришли в Минюсте к выводу о необходимости конкретизации этого документа. Так и родилась идея предложить нашим иранским партнерам пакет из 3 соглашений. И
Эти три проекта я и привез в Тегеран и передал иранской стороне для изучения, для внимательного анализа. Для этой процедуры они взяли официальный срок 3 месяца, с тем, чтобы мы могли провести соответствующие экспертные консультации. И, может быть, ко второй половине этого года, к визиту министра юстиции России Коновалова в Тегеран, подготовить для подписания все три документа. Первый. Речь идет о межведомственном соглашении двух министерств юстиции. Документ достаточно типичный, стандартный, но тем не менее он необходим. В нем мы планируем не только утвердить общие принципы и цели и задачи этого сотрудничества, а взаимодействие по линии юстиции в целом в мире, в национальной политике Российской Федерации приобретает все большее значение, потому что я в этом уверен. В 21 веке мы должны решить очень серьезную политическую задачу создания всемирного и пространства юстиции, и региональных систем юстиции. По многим причинам, в том числе и в целях обеспечения общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В этом документе мы планируем и предложили нашим иранским партнерам такие направления, как адвокатура, нотариат, обмен законодательными актами. Особый аспект будет иметь обмен опытом в сфере пенитенциарной системы. Очень хорошо и долго мы говорили на тему содействия подготовки иранских национальных кадров в высших учебных заведениях Российской Федерации. Причем не только на уровне бакалавров, магистратуры, но и подготовки в такой области, как аспирант. Во время разговора с господином Гашгави, заместителем министра иностранных дел Ирана, просьба о расширении контингента иранских студентов в российских учебных заведениях была одной из самых центральных. Более того, они откровенно поставили вопрос о необходимости обучения в российской аспирантуре, потому что сегодня, как было сказано, практически все западные страны отказываются принимать иранских специалистов. Мы договорились так, что на эту тему иранская сторона подготовит специальную ноту для Министерства иностранных дел. Сегодня число иранских студентов в России достаточно прилично, оно дошло до цифры около 1000 студентов. 1000 студентов, они учатся и в Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге, в других точках. Поэтому для нас это направление интересное. Второй документ – это проект договора о передаче осужденных для отбывания наказаний в тех странах, гражданами которых они являются. Иранцы очень хорошо отнеслись и к тематике, и подготовке этого документа. Более того, мы долгое время вели речь о подготовке протокола к соглашению 1996 года, но сочли необходимым, учитывая перспективы российско-иранского договора, поднять международно-правовую форму и сделать наши договоренности более высокого уровня с политической точки зрения. Речь идет о договоре. На сегодняшний день, может быть, и проблема не такая острая. По данным Федеральной службы исполнения наказания, в российских спецучреждениях сегодня находится 5 граждан Иранской Республики. Один отбывает наказание в колонии в Омской области, 4 человека находятся на спецобъектах Мордовии. По фамилии я вам не буду называть в силу этических таких соображений, а по составу назову, что из этой 5 3 человека осуждены за преступления, связанные с наркотиками, распространение и сбыт. 1 человек отбывает наказание за изнасилование, и 1 человек за злостное хулиганство. Граждан Российской Федерации в тюрьмах и спецобъектах Ирана отсутствует. Нет на сегодня. Тем не менее, повторю, что эта тема, она актуальна.
И во время разговора с руководством Министерства иностранных дел иранские коллеги нас попросили рассмотреть вопрос о передаче граждан Ирана для продолжения отбывания наказания на родину. Но скажу откровенно, что по нашим данным ни один иранский гражданин, который находится в спецучреждениях Российской Федерации, с ходатайством о переходе, о переезде в Иранскую Республику не обращался. Если появится такого рода просьбы, конечно, мы будем рассматривать, смотреть. Почему важен и этот документ, и третий? Я передал проект договора о выдаче. Мы видим, что в сфере российско-иранского сотрудничества будут появляться в ближайшей перспективе очень хорошие возможности для туризма, для обмена молодежи, для укрепления межконфессионального диалога, культурное взаимодействие и сотрудничество. И, конечно, я остаюсь глубоким сторонником того, что торгово-экономический потенциал этого сотрудничества мы еще до конца не осваиваем. Поэтому нужна своего рода юридическая подушка безопасности, чтобы российские бизнесмены ехали в Тегеран, у них было на душе совершенно спокойно. Иранский бизнес приходил в Российскую Федерацию, тоже они не волновались, что в случае каких-то экстремальных условий при соприкосновении с правоохранительной системой, в том числе и в критическом аспекте, их статус будет защищен, они получат согласно законодательству все необходимые, присущие правам и свободам человека, юридическую помощь. Мы обсуждали еще одну очень важную тему, связанную с совершенствованием выдачи виз. Вы знаете, что сегодня в отношении граждан Российской Федерации действует очень такой либеральный закон. Мы прилетели в аэропорт, я сдал свой паспорт, тут же ставится соответствующая печать. То же самое и при выезде. Никаких проблем, никакой бюрократии нет. И надо сказать, что иранский МИД этой тематике, точнее этому процессу уделяет очень большое внимание, чтобы у граждан Российской Федерации не было дополнительных каких-то организационных трудностей. Тем не менее, мы обсудили вопросы перспективы заключения консульской конвенции между Москвой и Тегераном. Документ очень важный, хотя, конечно, есть международные многосторонние соглашения на этот счет. Я, в частности, имею Венскую конвенцию о консульских сношениях и иммунитетах 1961 года. Но это многосторонний акт, который дает общую площадку для взаимодействия. И двусторонняя такая договоренность, она просто нам не помешает. Поэтому, говоря о своих впечатлениях чисто прагматическим языком, я хочу сказать, что эта поездка была по-настоящему рабочей. В любом кабинете, повторяю, в любом, в Минюсте, когда об Бахтияри мы встречались с министром юстиции, его заместителем, в Министерстве иностранных дел, в других ведомствах, учреждениях, у людей на устах тезис о необходимости сохранения всего позитивного в сотрудничестве с Москвой, расширение этого позитивного капитала был одним из самых основных. И я уже здесь докладывал.